Всем привет! Мы продолжаем серию видео про европейские и псевдоевропейские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Одинол. Кто делает, где делают, Германия или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. В этом видео мы разберем: первое, откуда появился бренд Одинол; второе, на каких заводах и в каких странах производят тот Одинол, который мы с вами покупаем в России; и третье, продается ли бренд Одинол в Германии, сколько стоит и кто его там покупает; и стоит ли бренд Одинол своих денег. Поехали. Название бренда Одинол происходит от немецких additive in oil, то есть присадка моторное масло. Когда я готовил этот материал, то перелопатил огромное количество архивных документов, разных статей того времени, газетных вырезок, исторических каких-то данных. Это все было на немецком языке, поэтому в процессе, конечно же, я мог упустить некоторые важные моменты, либо немножко недопонять что-то, потому что переводить с помощью Google переводчика немецкие тексты начала 30-40-х годов прошлого века — это еще то удовольствие, я вам скажу. Намучился вообще я знатно. В общем, история очень интересная оказалась. Мало того, что она сама по себе интересная, она еще и тесно связана с историей нашей страны и Советского Союза. Поэтому это будет вдвойне для всех интересно. Все началось в 1936 году с строительства завода минеральных масел в Люскендорфе. Этот завод построил Wintershall. На тот момент это был крупнейший переработчик, добытчик нефти и природного газа в Германии. Они разрабатывали месторождения, добывали нефть в Южной Америке, в Северной Африке, в Европе, во всей Европе практически, даже в России и на Ближнем Востоке. И эта компания была стопроцентной дочерней компанией BASF. BASF, тот именно BASF, который вы все знаете прекрасно. Компания существует до сих пор. Она буквально недавно, в 2019 году, по-моему, объединилась с DEA, еще одним крупнейшим игроком германским, и сейчас называется Wintershall Dea. И до сих пор у них 60% акций принадлежит корпорации BASF. Завод в Люскендорфе был построен с помощью и с подачи национал-социалистов. В 1937 году завод это производил уже 75 тысяч тонн продукции. Это были и масла, и смазочные материалы, разные топлива. Это много по тем временам. В 1941 году они там построили крупнейший в Европе на тот момент топливный бак. Он был объемом вместимостью 20 тысяч кубометров. Представьте себе только этот бак. А общая площадь всех структур завода занимала 25 километров квадратных. Просто колоссальные какие-то размеры. При этом все это строительство обошлось в 500 миллионов евро по нашим деньгам, если в сегодняшние деньги перевести. Это очень большой был серьезный завод. Естественно, названия Одинол на то время еще не было, поэтому завод выпускал продукцию под другими брендами. Было два вида топлива, это Ниталин и Нитал, и моторное масло под брендом Витамол. Вот так вот оно выглядело. Такие баночки были интересные. Колоссальные темпы строительства и развития крылись в хороших отношениях с нацистским режимом. Из истории слов не выкинешь, и было много того, о чем сейчас стараются не упоминать, не рассказывать, не указывать в брошюрах и лишний раз об этом промолчать. Но были и подневольные рабочие, узники лагерей и многое-многое другое, потому что это было время войны. Война внесла свои глобальные коррективы. В 1944 году тысячи самолетов союзников, американцев, произвели 14 налетов на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и на завод в Люскендорфе. Было сброшено 24 тысячи бомб и уничтожено практически 80% всей инфраструктуры завода в Люскендорфе. После этого правительство Германии решило, чтобы хоть как-то спасти оставшееся, перенести производство под землю, и именно для этого использовалась рабочая сила, узники концентрационных лагерей, именно для этого. После окончания войны советское военное управление в Германии, Восточной Германии, конечно, издало приказ о том, что на заводе в Люскендорфе требуется срочно восстановить производство моторных масел и топлива, несмотря на гигантские разрушения завода. Уже через пару месяцев производство топлива и смазочных материалов на этом заводе было частично восстановлено. Все партии первых продуктов, которые были произведены на этом заводе, отправлялись в Советский Союз в качестве репараций. В 1946 году немецкие коммунисты завод экспроприировали и передали под полное управление Советскому акционерному обществу. Оно называлось сокращенно САК по-немецки. То есть формально наша страна являлась владельцем завода минеральных масел в Люскендорфе. Это продолжалось некоторое время. Военное управление
советская Германия приняла решение на этом заводе много чего демонтировать, в том числе за установки гидрогенизации. Они были разобраны, сложены, погружены в составы железнодорожные и отправлены в Советский Союз, а также еще много другого различного оборудования. Когда все полезное, что можно было вывести, уже было вывезено, советское военное управление в Германии разрешает недавно созданной провинции Саксония-Анхальт выкупить поэтапно все, что осталось на территории бывшего завода, и передать собственность государства параллельно. В 1948 году, по-моему, завод был включен в Ассоциацию производителей народного хозяйства, она сокращенно называлась ВВБ. Это был, кстати, первый завод, который советское военное управление в Германии передало в собственность государства таким вот образом, но не последний. В 1956 году в Лискендорфе начали строительство второго большого завода на месте первого с мощностью производства 250 тысяч тонн. Напомню, что первый завод производил 75 тысяч тонн, то есть в 4 раза больше практически. Закончили стройку только в 1967 году, запустили все полностью. И опять тесная очень связь с Советским Союзом. Первые базовые масла поставляли из Советского Союза. Некоторое время завод в Лискендорфе даже успел побывать единственным производителем моторных масел в ГДР. Не в Германии, конечно, в ГДР. Всю продукцию в основном они продавали через основного своего заказчика. Это крупнейшая немецкая компания Minol. Вот так вот выглядели и грузовики, например. Я в этой компании обязательно расскажу в ближайших роликах про немецкие масла. Свой бренд собственный Одинол завод начал производить только в 1974 году. Именно с производства началось присадок моторное масло. Вы помните, да, что название бренда Одинол шифровывается как Additive in Oil, то есть присадки масла. В 1976 году было построено несколько установок гидрокрекинга и началось производство уже моторных базовых масел. Это масло и присадки в Германии были достаточно широко известны и популярны на тот момент. То есть по факту датой рождения бренда Одинол нужно считать 1974 год. К концу 80-х на заводе производилось огромное количество смазочных материалов, но все было плохо, сказывались последствия плановой экономики. Оборудование было изношено просто катастрофически, оно давно не модернизировалось, а станки не обновлялись, все было на том же самом уровне, что и 20-30 лет назад. Завод резко перепрыгнул от плановой экономики и коммунизма к капитализму, и просто он не был готов к новым экономическим реалиям, ни управленческий состав завода, ни рабочие, ни оборудование. Поэтому правительство, понимая эту ситуацию, потому что они постоянно доносили и рассказывали, приняло решение через свои аффилированные структуры нанять консультантов, их было нанято очень много, нанимали их, естественно, в Западной Германии, потому что там были консультанты, которые в этом очень хорошо разбирались. Консультанты приехали, посмотрели, развели руками и сказали, что завод как бы тут особо-то не спасешь уже ничем, его нужно либо объединять с какой-то крупной нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей структурой, то есть вводить в эту структуру плавно, либо просто закрывать, потому что модернизировать его будет очень-очень и очень дорого. Это было время политических потрясений, и пока политики спорили между собой, ругались, на заводе проводили массовые увольнения, на заводе избавлялись от ненужных активов, и производство сократилось с 800 тысяч тонн до 65. То есть, развалили завод по факту, по большому счету. Представляете себе, больше чем 10 раз сократили производство смазочных материалов. Инвесторов искали очень долго. Никто не хотел брать вообще такие активы, они нафиг никому были не нужны. Даже бывший владелец Wintershall и то отказался, хотя предлагали там субсидии государственные. В итоге удалось сбагрить завод штату Саксония-Анхальт, при этом еще добавили там от государства кучу субсидирующих денег. С одним условием, чтобы Саксония-Анхальт занялась очисткой от нефтяного загрязнения территории, прилегающей, и модернизацией завода. Модернизацию завода не провели, деньги потратили практически основную львиную долю на попытки очистить территорию, прилегающую от нефтяных загрязнений, а так как это были катастрофического размера загрязнения, то, соответственно, весь бюджет сожрало очень быстро. Завод полностью захерился, и в 1996 году правительство решило завод демонтировать и
полностью остановить производство. Завод обанкротили, оставшееся оборудование демонтировали, все нафиг снесли. Но остался еще один очень интересный инвестиционный актив для многих. Это бренд Одинол, который на то время был в Германии, в восточной части Германии, достаточно раскрученный. Его многие знали, он был узнаваемый. Рекламировать его особо не требовалось, только производи да продавай. Поэтому все было не так просто. Во время банкротства была создана компания, Schmier-Oil, по-моему, Крумпа называлась. Она объединилась с существующей сегодня и действующей компанией Одинол Любе. И в итоге Одинол Любе получила все права, патенты и технологии на производство и на торговую марку под брендом Одинол. На этом история завода минеральных масел в Люскендорфе закончилась. Началась история Одинол Любе, наша современная история. Одинол Любе, конечно, в прямом смысле не является преемниками Одинол Mineral Oil, потому что у них, во-первых, нет уже собственного НПЗ, естественно, они никакого отношения не имеют к переработке ни сырой нефти, ни к производству базовых масел, ни присадок, они просто владеют брендом Одинол. Поэтому, не имея собственного НПЗ, но имея право на бренд, им приходится на аутсорсинге работать. То есть они базовые масла закупают первое время в Чехии, это структура Корама Коллин, называется Корама Коллин, вернее. А масло само делают в Дайсбурге, в Нидерландах, на блендерных заводах. Переработка нефти осталась в прошлом, и с этого момента уже начинается чистый блендинг. К 2000 году компания Одинол Любе переводит свою штаб-квартиру в городок Лойна. Это все та же земля Саксония-Анхальт. Они начинают строить там свой собственный НПЗ. На мой взгляд, он получился у них очень неплохим. Вот сейчас вы видите на своих экранах, как он выглядит. Очень гармоничный, такой аккуратный. Мне почему-то он сильно нравится, как они сделали его. Молодцы. Это уже обычный блендерный завод, никакого отношения к переработке сырой нефти он, конечно же, не имеет, и базовые масла там также не производится, естественно, поэтому это просто обычный блендер. Наконец-то мы подошли ко второму вопросу. Сейчас все пойдет гораздо быстрее. На каких заводах и в каких странах производится тот Одинол, который мы с вами получаем в России? Ну, конечно же, вы уже поняли, что весь Одинол, который мы с вами получаем в России, производится на одном единственном заводе, который находится в городке Лойна, в Германии. Давайте поближе посмотрим на этот завод. В километре от завода Одинол находится завод Тоталь. На этом заводе перерабатывается сырая нефть. Это такой достаточно большой завод, даже по меркам Тоталь. Даже, можно сказать, гигантский завод. Он производит базовые масла, присадки различные и так далее. Еще ближе к заводу Одинол стоит целлюлозно-бумажный комбинат ВЭПА. Он делает картонные коробки, в том числе, которые упаковывают автомобильные масла моторные. Еще ближе к заводу Одинол находится Shell Catalyst. Это одно из предприятий Shell. Еще ближе находится завод BASF химический, который производит разные компоненты химические. Немножко ближе еще к заводу находится Carboxylate Plant. Это LSP контора, которая производит сырье для охлаждающей жидкости и так далее и тому подобное. Концентрация химических производств здесь просто колоссальная. Слева завод Total, справа завод Shell. Какое же базовое масло использует Одинол для производства своих продуктов в Лойне? Это, кстати, совершенно не обязательно ни Shell, ни Total, хотя они находятся в шаговой доступности. Это может быть кто угодно, это может быть ExxonMobil, British Petroleum, там SK, совершенно не исключено. Любые базовые масла, которые поставляют для блендеров в Европе поставщики, они всегда проходят многоступенчатую систему проверки перед тем, как будут использованы на производстве. Поэтому, если один какой-то накосячил поставщик, придет другой. С этим там нет проблемы, там поставщиков базовых масел достаточно большое количество. Тем более на европейских блендерных заводах всегда очень строгий контроль качества, поэтому беспокоиться о том, что при смене, например, поставщика испортится качество продукта, это очень маловероятно на самом деле. Все, с заводами разобрались. Завод 1 находится в Лойне, в Германии. Все масла Одинол в Россию идут оттуда. Все. Третье. Стоит ли Одинол своих денег и продается ли он в Германии? В рознице вы Одинол в Германии вообще не найдете нигде. Небольшие магазинчики автомобильные, там побольше маленькие магазины. Там стандартно всегда суповой набор. Это Mobil, Shell, Liqui-Moly, Castrol, Aral маленько там есть, и OEM какие-то продукты, и плюс какие-то продукты неизвестных блендеров внутреннего рынка, которых вы даже не знаете. Одинола там нет. Еще много продается масел на заправках. На заправках фирменных, брендированных. Те же самые абсолютно. То есть там Mobil на Shell, на ESSO продается, вернее, на заправках.
Any заправки, там от Jeep продается, ораловские заправки, шелловские заправки, кто там еще есть у нас. В общем, то же самое, абсолютно продукты те же самые, что продаются в магазинах. Так где же продается Одинол? Одинол можно найти в крупных интернет-магазинах немецких. Вот, например, для примера один из таких магазинов, это Motor Bilger называется. Или здесь, вот в этом магазине, например, тоже неплохой магазин, большой, немецкий. Ну и, конечно же, на сайте, на официальном Одинол Shop. Там, кстати, сайт работает у них очень хорошо. При заказе там доставка максимум 2 дня по всей территории страны, где бы вы ни находились, неважно. Физически Одинол можно найти только в магазинах Аби, или Оби, как они правильно называются, в России, кстати, они, по-моему, тоже где-то уже есть. Вот. И в некоторых других еще магазинах, которые такие многофункциональные, которые занимаются продажей всего и для всех, там всякие там садовые, там оборудование, всякие материалы строительные и так далее. Там тоже Одинол присутствует. Вот, пожалуй, и все. То есть практически физическое его наличие можно найти только вот в этих магазинах, либо строительных каких-то магазинах, либо магазинах сети Оби или Оби. Как к бренду Одинол относятся сами немцы? Ну, старое поколение, особенно те, кто родился и вырос в Восточной Германии, в ГДР, бывшие, они, конечно же, бренд узнают этот, они его знают, они его помнят, потому что он там продавался, и, ну, в принципе, продавался достаточно неплохо в те времена. Новое поколение, ну, давайте, чтобы не быть голословными, зайдем на самый популярный немецкий автомобильный форум, называется Motor Talk. Я там зарегистрирован, и просто прочитаем с вами подряд по порядку посты, которые посвящены Одинолу. Я просто ввел в поиске в поисковике Одинол, у меня вылезло 588 страниц, и на каждой из этой страниц примерно по 10 постов, в которых есть слово Одинол присутствует. Поэтому, поверьте мне, это дофига. Как бы люди его обсуждают и о нем говорят. И просто по порядку прочитаем посты, я их не сортировал никак абсолютно, просто по порядку читаем. Первый, ну, перевод, конечно, естественно, с помощью Google переводчика сделан. Первый, значит, пост. По моему опыту, Одинол — это хорошее среднее по очень привлекательной цене, бла-бла-бла, не больше, не меньше, то же самое, что и с другими маслами. Я до сих пор не понимаю, почему Одинол так представлен тут. Второй. Я сравнил несколько масел для своего BMW, могу выбрать одно из них. Одинол, Shell, Total, Matule. Цена указана как общая, так и Одинол. То есть человек сравнивает, выбирает среди, значит, Shell, Одинола, Total или Matule. Моя мастерская Volkswagen не маленькая. Консультант по обслуживанию сказал мне в декабре прошлого года, что кто-то был там с Одинолом, в остальном везут в основном только Castrol, Mobil, Люки-Моли. На Востоке это может выглядеть иначе. Ну, короче говоря, человек с Западной Германии, соответственно, там Одинол практически не представлен. Как и следовало ждать, он больше представлен в Восточной Германии. Четвертое. Если вы посмотрите на этот тест, Castrol очень плохо справляется, он закоксовался почти полностью, Одинол по-прежнему выглядит хорошо. Пятое. Не могли бы вы, наконец, перестать использовать Одинол как дешевое масло? Видимо, название Одинол как дешевое масло, ассоциировать, вернее. Недорого и хорошо по согласованию не значит дешево. Вы постепенно раздражаете свои ненависти к Одинолам. Такой крик души чей-то. Шестое. Fox Stream уже несколько месяцев заявляет, что Одинол является частью Total, только потому, что они расположены в том же промышленном парке. Конечно, это еще полная чушь, но им просто нравится бросаться против Одинола. Седьмое. Разбавление масла, проверенное ведущей компанией. Он делал анализ масла. Я просто доволен Одинолом. Почему так нельзя сказать? Я уже ездил на Castrol, Shell. Короче, человек сравнивает, получает свои масла, предыдущий Shell, Mobil, Miguin и Одинол. Вот Miguin, кстати, еще встречается. И говорит, что он доволен Одинолом, все нормально. Восьмое. Одинол — немецкий производитель, ведущий производитель продуктов ГДР. Так что это не маленький магазин. То, что мало кто знает Одинол, может быть связано с тем, что он доступен не в каждом хозяйственном магазине, кроме Оби, потому что... Дальше что-то привет. Ну, в общем, тут еще подтверждение того, что он в Оби встречается и в хозяйственном магазине встречается.
В общем, вот примерно такие вот комментарии. И там и комментариев много, я скину ссылочку, вы если хотите, сами почитайте, это ни для кого не секрет абсолютно. Сами немцы его обсуждают интенсивно. В итоге, так стоит ли бренд Одинол своих денег или нет? Да, это блендер, но это реально немецкий блендер со своим собственным НПЗ. Он находится просто в идеальнейшем для этого бизнеса месте, сами увидели, я вам показывал. Поэтому, если этот бренд будет стоить по средней ценовой политике с подобными европейскими брендами, то его, конечно же, можно смело брать. Если наши местные российские дистрибьюторы будут на него цены завышать и ставить его выше, чем среднестатистические европейские подобные бренды, то, наверное, брать его, может быть, уже не будет целесообразно. Поэтому решать только вам. Небольшой по скриптум. Первое. Столетнюю историю бренда Одинол я бы не стал предписывать, потому что справедливости ради нужно сказать, что завод сегодняшний НПЗ Одинол Любе имеет достаточно посредованное отношение к заводу минеральных масел Люцендорфе, о котором мы так долго с вами беседовали. Второе. Зачем я вам так долго и подробно рассказывал о заводе минеральных масел Люцендорфе, и мы потратили на это кучу времени? А затем, что мы будем с вами разбирать еще очень много немецких брендов, в том числе и древних, с древней историей. И они очень тесно связаны с компанией DER и с компанией Wintershall. Поэтому названия этих компаний уже будут вам известны, вы уже понимать будете, о чем я вам рассказываю в своих следующих роликах про известные немецкие бренды. Третье. Я беседовал с представительством Одинол и центральным по России, и по Сибири. Абсолютно открытая компания, абсолютно открыта к диалогу, нормально общаются, рассказывают все, на все вопросы ответили, проконсультировали, никаких там проблем. Если вы смотрели мое предыдущее видео про Матюль, то понимаете, о чем я, потому что Матюль по сравнению с Одинол просто супер закрытая компания информационная, они вообще ничего не хотят рассказывать, закрываются от всех, но это как бы не очень правильный подход, а у Одинола все наоборот, у них все открыто. Вы можете запросить любые там технические листы, любое содействие технической помощи, они вам окажут его абсолютно нормально, безвозмездно. Это на самом деле дорогого стоит. На этом все. Жду от вас обратной связи. Если кто-то пользовался Одинолом, обязательно отпишитесь в комментариях, потому что для меня лично это очень интересно, каков бренд в реальности, как он себя ведет в наших условиях. Там, может, кто-то из Сибири отпишется в морозы или наоборот там, в жару какой-нибудь, там, Узбекистан какой-нибудь, Таджикистан, как он себя ведет. В общем, как в реальности себя показывает этот бренд у нас в России. Кто считает его переоцененным, кто считает, что он стоит своих денег, любой опыт будет полезен, пишите в комментариях. На этом все. С вами был Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.